Всем привет! Сегодня у нас не слишком позитивные новости, но этот пример будет всем уроком, и все должны понимать, что так поступать не то что в Ирландии, в чужой стране не нужно. Украинка 50 лет арестована за предполагаемое проникновение на территорию бывшего государственного жилья. Выселили женщину из жилья после неуплаты 10 евро в день. То есть это Ирландия, это государственное временное жилье, и женщина отказалась платить ежедневную плату в размере 10 евро за питание. Я вас прошу, не нужно стесняться. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. А если хотите видеть эксклюзивные ролики от меня, то становитесь спонсором моего канала. Спонсорство от 99 центов. Первый ролик для спонсоров уже есть. Он про то, как мы, моя семья, снимали жилье в Ирландии. И как можно найти жилье за 600, апартменты за 700, апартменты, а также 900-950 это таунхаусы. Я там оставил ссылочки в этом эксклюзивном ролике на агентство недвижимости, которые мы пользовались, которые нам помогли найти жилье. Также рассказал, в каком каунте я живу, так что вы сможете немножко, да, больше про меня узнать. Становитесь спонсором и смотрите эксклюзивные ролики. Также не забывайте пользоваться сервисом Paycent. У меня огромное количество роликов про этот сервис. Я огромному количеству человек уже помог переводить деньги доступным путем, быстро, а главное по лучшему курсу. Переходите по ссылочке, которая будет вверху вот здесь, а также вот этот вот ролик я прикреплю, где в этом ролике я показал полный этап, как переводить деньги с начала и до конца. Промокод, вот, переходите по нему, вводите свой номер телефона и все. И для вас будет лучший курс, плюс от 1 до 5 переводов бесплатно. Если первый перевод будет больше 100 евро, то вам бонусом пришлют еще промокод на скидки в будущем. То есть, регистрируясь в этом сервисе по моей ссылочке, вы ничего не теряете, а только приобретаете и начинаете ваше да, пользование этим сервисом, поверьте, приоткроет вам занавес того, как удобно, быстро и надежно можно переводить деньги. Перевод у меня в среднем занимает минута либо две. То есть деньги моментально переводятся с одной карты на другую, с карты Европейского банка на украинский банк. Легко, просто, Монобанк, Приватбанк, любой банк переводится моментально. Всем добра, позитива, а мы дальше начинаем разговаривать о том, как не нужно себя вести в Европе, в Евросоюзе и в общем, что нужно сделать, чтобы к вам, к нам всем относились нормально, лояльно и понимали, что мы приехали сюда не за халявой, а бежали от войны. Я поначалу думал, там так не указано, думал, что женщина ну, там просто 10 евро, в прямом смысле, да, указано 10 евро. Я подумал вообще, что из-за 10 евро ее выгнали. Это, думаю, ну это какой-то нонсенс. Соотечественники не могли занять 10 евро, либо она могла там объяснить, то есть это всего лишь 10 евро. Но, как оказалось, она систематически не платила эту плату. Это плата за питание. То есть правила размещения в отелях, хостелах и остальных остальных, да, местах размещения, там, где нельзя готовить, там, где вас кормят, вы обязаны платить 10 евро за взрослого в день за питание и 5 евро за ребенка. Украинка в возрасте 50 лет выселена из предоставленного государственного жилья за неуплату ежедневного взноса. Это было систематически. Это было не раз, и не неделя, и не две. То есть ей конкретно ей сказали, ее предупредили, ее прислали письмо, но человек от всего отказался. Я не знаю всех ситуаций, я не знаю всей ситуации, я не знаю, что произошло в общем и целом, но она была арестована и заключена под стражу по обвинению в незаконном проникновении на территорию своего бывшего жилья. Вы понимаете, какой ярлык, какой шлейф на всех украинцев падает от таких ситуаций. Мне просто бесит этот факт, что от этого ярлыка отмыться всем нам будет сложно. Вот просто, знаете, это такое вот коллективное наказание, вот коллективная ответственность. И 100 человек, 2 человека тупанули, затупили, либо какие-то аморалы сделали какую-то дичь, а отвечают все. А тень и ярлыки падают на всех украинцев. И когда ты говоришь, тебя спрашивают, ты откуда, ты говоришь, я с Украины, и сразу человек, тот же ирландец, оп-оп-оп, фокусирует свои воспоминания про вот такие вот ситуации, думает, опа,
Вот еще, либо еще одна вот такие вот неблагодарные, непонятные люди, да, которых мы пустили, обогрели, дали крышу, еду, то есть деньги, дали все, что нужно для жизни, путевку в прямом смысле в жизнь. И самое печальное, что вот эти вот 10 евро, которые нужно платить, их нужно платить с тех же денег, которые дает государство. Украинский беженец не платит со своих денег. Вы понимаете? Вот этот парадокс меня просто убивает. Ну как так можно тупить? Как так можно делать, когда тебе дают деньги, ты их получаешь, ничего не делая, просто от государства. Тебе нужно просто их потом заплатить в твоем отеле, хостеле, либо еще каком-то, да, гостевом доме. За питание, чтобы там жить. 10 евро. Повторяюсь, человек эти деньги не заработал. У него просят эти деньги не его личные. Это не его личные деньги, это деньги, которые дало ему правительство, government Ирландии. Вот этот, конечно, вот этот момент меня просто разрывает. Ладно, просили бы, ну, не выдавали бы никаких денег и говорили, да, плати 10 евро, и человек-то не нашел работу, как-то получилось у него, его уволили, да, и он реально, у него нет денег. Так людям эти деньги дает государство, чтобы оно их платило за это питание. Вы понимаете, в чем смысл? В чем в моей голове этот диссонанс? Пишите в комментариях, кстати, много ли вы таких историй слышали? Если слышали, напишите, в чем был смысл, за что выселяли. Я понимаю, там дебош, аморальное, бухло, драки, этого куча. Вот таких вот историй всего лишь капля попадает в СМИ. А так, таких примеров сотни, уже их очень много. И, как я понимаю, обычно все эти ну, места размещения, они хотят все это затушить, этот пожар. Они не хотят, чтобы эта информация выходила за пределы ихнего размещения. Но есть, видно, доброжелатели в кавычках, которые сообщают в СМИ, и потом, когда пресса начинает это раздувать одну какую-то ситуацию, то, понятное дело, все начинают сразу это все поднимать, это на слуху, и пошел разгон, пошел разгон. Я про мелкие какие-то ситуации, которые знают по сарафанному радио, понятное дело, я их не оглашаю, я их не рассказываю. Но когда такое выходит в СМИ, понятное дело, нужно донести, нужно показать, что ваши действия не останутся невидимыми. И последствия будут вас выселять, если вы не будете подчиняться тем или иным правилам. Платить за питание. Понятное дело, что вот с декабря до середины скоро уже все будут получать пониженные выплаты. И там всех будет, да, вот это all-inclusive в кавычках. И смотрите, в чем фишка. Даже когда люди получают 38,80, им еще сверху накидывают до этой суммы 70 евро на питание. Им просто нужно получить эти денежки и принести в ихний отель, хостел и остальные, да, места размещения. Все, нужно просто с точки А перенести деньги в точку Б. Как я понимаю, многие люди по дороге, у них эти деньги куда-то теряются. Они заходят, видно, в магазин, либо в паб, либо еще куда-то, и деньги теряются, потому что они потом заявляют, я отказываюсь платить, еда невкусная, не хочу, почему я должен? А я вам скажу, вы обязаны подчиняться правилам, вы обязаны это делать. Вы обязаны просто, потому что вы не у себя дома, потому что вы не в своем жилье. Вот когда вы сами будете снимать себе жилье, как я и моя семья, то к нам никто не может ворваться, ни с проверкой. Знаете, многие рассказывают, к ним приходят домой с проверкой, там, да, вот эти вот центры в отеле, даже по RP, фотографируют паспорта. Почему ко мне за уже больше 2,5 года проживания в Ирландии никто к нам не приходил не проверять, как мы живем, что мы делаем, куда мы летаем, что мы кушаем, что мы пьем, сколько мы отсутствуем, почему не фотографировали мой паспорт, моей жены, почему нас не трогает. А я вам скажу почему. Да потому что мы не зависим от этого государства. Мы снимаем жилье за свои деньги, заработанные. Мы платим за эти апартменты сами. Мы летаем, отдыхаем за свои деньги. Мы кушаем, гуляем за свои деньги. Мы покупаем себе вещи и остальные предметы, да, которые нам нужны за свои деньги. Мы никому ничего не должны, мы ни у кого ничего не спрашиваем. Вот когда вы так же само будете поступать и делать, ну, многие украинцы так и делают, респект, уважуха. Ну, я не понимаю, как можно пальцы веером, сопли пузырями делать тем людям, которые живут в государственном временном размещении. Вот этих вот центрах. Ладно, еще ARP. И то там есть тоже нюансы. Если жить с хостами, то там тоже не сахар. Если отдельно,
то еще там можно разгуляться, можно, да, чувствовать себя, почувствовать человека. Я не понимаю, ну как это? Я вообще не смог бы, конечно, в этих центрах и во всех этих бунгало, да, где там вот эти общие комнаты, двухъярусные кровати, жить как в коммуналке, либо как в общежитии. Я бы не смог лично. У меня жена вообще, она слишком брезгливая, она вообще это не вынесла бы. Может, я вообще вынес как-то, она вообще бы не смогла, она там просто бы умерла бы от этих всех условий. Мы сразу выбрали путь независимости, путь свободы. Все люди, которые живут в этих центрах, понятное дело, они априори, когда подписывают, не то что подписывают, когда въезжают в них, то они уже, их права ограничены. То есть они согласны с тем, что выезжать нельзя больше, чем на одни сутки, нельзя покидать, питание такое, какое дают, ты не можешь выбирать и так далее. Вы же когда вы выезжаете, вы соглашаетесь на то или иное размещение и жилье, то есть вы сразу априори уже себя, свои права сокращаете, срезаете. А все службы, они руководствуются этим правилами. Нарушил — выгнали, убрали вас, другого заселили. Так эта машина работает. И печально обратно же, что коллективная ответственность из 1000 человек, 10 человек или 20 устроили какую-то дебош, какую-то да, неадекватность, нарушили закон. СМИ, заголовок такой: украинка, украинцы, нарушили то, сделали туда, украинец, и пошло. Там подрались туда, и все, и погнал разнос. Я заметил, что очень мало постов и видео про то, что украинцы сделали хорошего. Там, кто открыл, да, бизнес, там, либо там ученый какой-то приехал, либо какой-то специалист хороший. Этого мало. Больше негатив. Люди любят зрелище. А зрелище — это вот такая вот информация. С одной стороны, я понимаю, что я это зрелище, да, транслирую, но я показываю то, что я не фантазирую что-то, не выдумываю. Я вот показываю то, что есть в официальном доступе. Это любой человек сможет прочитать. Ссылочка на эту статью я оставлю в описании. Пожалуйста, читайте, смотрите, не стесняйтесь, ознакомьтесь с этой прекрасной информацией. Смотрите, эту женщину, ее выселили из жилья в Дублине 15 ноября после того, как она не несла оплату в размере 10 евро. Это было систематически. После этого она искала приют в месте, где она жила раньше, в Блэк-Роке, графство Дублин. На прошлой неделе в окружном суде женщине было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание таким образом. То есть, ну, это Google Translate, немножко неправильно, некорректное окончание, и слова переводит. То есть она проникла в бывшее свое жилье, с которого ее выселили. Она проникла незаконно. И это проникновение могло вызвать у других людей страх. То есть вы понимаете, да, кто-то пришел, прилез. То есть это в прямом смысле, если вас выселили, то все, если вы берете ночью, влазите в какое-то жилье, то это взлом, проникновение и еще куча можно накинуть там статей. Украинка была заключена под стражу до 25 ноября, то есть 15 ее, получается, либо там 16 арестовали, то есть 10 дней человек отсидел в тюрьме в Ирландии. 50 лет. Еще раз говорю, не знаю всех обстоятельств жизненных, что у нее случилось, почему она отказалась платить эту плату, хотя деньги ей на это давались. Ниже написано типа, что многие не смогли заплатить. Это немножко уже сами пресса сама неправильно это все разузнала. Даже если людей переводят на 38 евро 80 центов в неделю, то им отдельно еще туда же к этой сумме добавляют 70 евро на питание. Человечку просто нужно, я же говорю, перенести деньги с пункта А в пункт Б. Все, проблем нету. Проблем с этим нету. Так что никого, ни одного украинского беженца не заставили платить свои деньги, свои кровные, либо не выдали ему деньги, чтобы он заплатил за себя, за питание, либо там за жилье и так далее. Никто в государственном жилье ничто от вас не требует пока есть. Таких правил нету. И по ERP тоже, только коммунальные, но обратно же, коммунальные сколько намотал, то и твое, интернет твой. Вода, как вы знаете, в Ирландии бесплатно. С марта социальные выплаты для украинцев, проживающих в предоставляемом государственном жилье, были сокращены с 232 евро в неделю до 38. По мнению BlackRock Community Alliance, сокращение правил к тому,
привело к тому, что украинцы не смогли внести плату. Тут украинцы, я думаю, украинка и так далее, но это неправда. Я же объяснил, что там дополнительно дается сразу к этой выплате еще на питание, так что всем все дают. Это, ну, немножко они проверили информацию, либо не дослышали, знаете, все бывают, у всех бывают нюансы, у всех бывают курьезы, все мы люди, мы не роботы и можем, да, где-то что-то неправильно сказать, но ни одного украинского беженца не бросили без денег, чтобы он не мог оплатить. То есть ему не сказали, так, мы тебе не платим деньги, но ты обязан платить нам по 70 евро каждую неделю, то есть каждый день по 10 евро. Нет, такого нету, такого нету. Ему платят, ему просто нужно эти деньги отдать представителям того или иного отеля, хостела, то есть размещения, где они находятся. 12 ноября гражданке отправили письмо, то есть департамент интеграции отправил письмо, в котором сообщил, что доступ к ее комнате будет аннулирован, а комната перераспределена, поскольку она отказалась платить сбор. Вот и все. То есть человек отказался, ее выселили, на ее место поселили другого беженца. Все. Я думаю, процедура, правила вообще элементарные. Это не какая-то, это не нужно учить там конституцию, либо даже правила дорожного движения, где больше до различных нюансов, либо какие-то формулы. Нет, это даже не английский язык, то есть, чтобы его выучить там, да, все эти времена и так далее. Просто тебе сказали, плати, живешь. Не платишь, тебя выселяют. Камон, как? Ну, вот так. Ей сообщили, что она больше не получит никаких предложений о размещении и должна будет сама все устроить. То есть должна сама себя устроить. То есть вы понимаете, если вы устроили какой-то кромешный пиздец, вы нарушили законы, то все, бесплатного жилья больше от государства вы не увидите. Максимум это вы сами сможете найти себе жилье за свои деньги, либо попытаться АРП. Но если у вас такая репутация, то я думаю, если человечек обратится в департамент по вашему поводу, да, спросит, что вы за фрукт, то о вас скажут не очень приятные вещи. Я думаю, этот человек, этот лендлорд, этот хост не захочет с такими людьми связываться. Это лично мое мнение. Я бы, конечно, не связывался с теми людьми, которые нарушают правила систематически. Представители департамента интеграции сообщили, что проживающие в обслуживаемом жилье проинформировали о том, что неуплата считается отказом в предоставлении ну, временного жилья. Тут написано экстренного жилья. То есть вы понимаете, если вы отказываетесь, значит вы в прямом смысле отказываетесь от жилья. Все, логика дважды два 4. В связи с упомянутым случаем после неуплаты лицу была оказана поддержка в обращении в местный офис Интрео за финансовой поддержкой, если это требовалось, и были предоставлены дополнительные 3 недели для внесения платежа, сообщили представители. Несмотря на это, данное лицо отказалось платить взнос. Ну, мама мия, ну что не так? Отвели за ручку в Интрео, сказали, отдумайся еще раз. Дали 3 недели подумать, сообщили заранее. Я думаю, ни одно письмо приходили. Но, несмотря на это, данное лицо отказалось платить взнос. Ну, украинские беженцы, как мы себя показываем. Вот сейчас вот, вы знаете, все доброжелатели в кавычках, как они обсасывают эту новость. Я просто не понимаю, зачем такие вещи делать, в 50 лет тем более. Я понимаю, молодежь загуляла, что-то там в голове там, моча ударила в голову, там, либо одиночка, ну, одиночка, да, там, мужик там, я не знаю, там, 30-35 плюс, там, черная полоса, там, начал там, да, прибухивать, и что-то пошло не так. Ну, женщина 50 лет, я понимаю, что черная полоса может быть у всех, и тут возраст не важен, и пол, но факт остается фактом, я не пойму почему. И тут дальше будет написано, что она не смогла объяснить, почему она так поступила. То есть, вы понимаете, когда человек так отвечает, это значит просто, ну, что-то, значит, не слишком хорошее она делала с этими деньгами, потому что деньги на оплату, обратно же, питания давались и даются всем. Те, кто отказываются, то есть это, получается, люди, они в трезвом уме, в адеквате, они нарушают правила. Просто они эти деньги тратят на свои нужды, как я понимаю. Либо многим не нравится питание, там, их скандалы, но извините, если вы живете тут, в этом размещении, вы подчиняетесь этим правилам. Понимаете?
Представители ведомства заявили, что ведомство не собирает данные о количестве отказов размещения, связанных с неуплатой сбора. Видите, как ирландцы даже защищают украинцев. Видите, они даже специально не хотят разглашать. Видно, газета запросила СМИ, да, статистика, есть ли, сколько людей вот так вот отказались, сколько там уголовных дел, сколько проблем. Они ответили, что они не ведут статистику, хотя я думаю, статистика, конечно же, ведется. Просто не хотелось это все оглашать, все это как-то, э, ну, знаете, ну, если там этих 100 уже 200 ситуаций, и это не будет красить украинцев и не будет в глазах ирландцев, это никак нас не сделает лучше. Так что я думаю, департаменты все не хотят все это разглашать. Я же говорю, все эти ситуации, они единичные, в единичных случаях просачиваются в СМИ, потому что кто-то настучал, кто-то позвонил. Просто так это пытается замять максимально сразу на корню или договориться сразу прям там на месте. Никто не хочет вот этих вот скандалов и разборок. Я же говорю, эта коллективная ответственность меня просто она вымораживает и бесит очень сильно, что сделал один, а ярлык на всех сразу вешает. А, все понятно. Ну зачем, ну почему так? Ну почему, ну как так? Ну я от этого не знаю, не понимаю, конечно. Дальше здесь рассказывается, что размещение в этом, да, отеле Black Rock, что предложили украинцам альтернативное жилье, их начали переселять, и 20 украинцев отказались от этого, начали сопротивляться, там и дети были, то есть с детьми. И многие украинцы как делают? Они им говорят, все, ваше размещение здесь заканчивается, мы вас будем переселять в другое. И многие начинают спрашивать, расспрашивать, куда нас везут, лучше ли там условия, что там, а рядом ли школа, в поле, не в поле, воин один, да, где нас размещают, в поле, либо в городе, либо близко, какой город, село. А департамент ничего не отвечает. Говорит, нормально, все хорошо, ну что, есть крыша, есть все, что тебе надо, что вам надо. И многих это настораживает, и многие начинают коллективно отказываться, пока им не предоставят, куда их переселяют. Название города, либо села, либо центра, либо отеля. Это не единичный случай. Я понимаю, люди хотят от себя обезопасить, потому что они же тут обжились, дети ходят в школу, в садики, может кто-то даже работает. То есть быт уже установлен. Друзья, знакомые, знаем городок, как доехать, приехать. Все уже устаканилось. И тут говорят им, все, ребятки, давайте собираем свои сумки, узелки, баулы, чемоданы, и мы вас везем на новое размещение. Люди в шоке, как это? А многих вообще за 2-3 дня им говорят, все, переезжаем. Кому-то везет, кого-то за пару недель. То есть, да, это, конечно, тоже жестко, стрёмно. Для людей это стресс, особенно с детьми, детям новая интеграция, новый городок, новые дети, новые друзья. То есть, ну, это головняк огромный. Но я понимаю, что это жестко, и я, ну, не понимаю, почему так часто там людей, там некоторые люди по 5 раз уже попереезжали. Это вообще, конечно, трэш и жесть. Это тоже мне непонятно, почему нельзя там уже оформить, да, просто перевести там это жилье уже тоже на 38 и не выдумывать всякие переезды. И для людей это огромный стресс. Это не обсуждается. Но не забываем о том, что мы не на курорте, мы все бежали, уехали от войны, и никто никому ничего не должен, и это можно продолжать бесконечно. И требовать мы ничего не можем. Мы здесь пока на птичьих правах, никому официального разрешения после временной защиты никто не пока не озвучил, не сказал даже никаких механизмов, с помощью каких можно остаться в этой прекрасной стране, на этом прекрасном острове. Так что все мы здесь гости, и мы должны подчиняться и выполнять те правила, которые озвучивает нам government, то есть правительство Ирландии. Вот такая вот новость. Пишите в комментариях, если вы знаете такие вот жесткие ситуации, которые случались. Что вы думаете будет дальше? Я думаю, эту женщину накажут, но там будет, может, штраф и какой-то, да, какие-то, может, общественные работы. Это максимум. Никто не будет по полной жести ее наказывать, как-то пытаться, да, что-то такое сделать, какой-то прецедент нереальный. Нет, понятно, человек оступился, решил поступать по-своему и из-за этого получил. В начале видео я сказал, это показательный такая новость, как не нужно себя вести в Европе, в Ирландии, в любой другой стране, в которой вас приняли, в которой вам дали жилье бесплатное, деньги, дали возможность работать, то есть вам дали все. Вам, если Ирландию говорить, то Ирландия многим дала больше, чем им дала
ну, именно государство Украина, не страна в общем, да, не земля, на которой жить, ну, а Украина является очень красивой, очаровательной, и земля у нас самая лучшая, именно, как я имею в виду, чернозем, да, и, в общем, природа, и климат у нас идеальный, я считаю. А я имею в виду вот государство. Понимаете, что многим в Ирландии государство Ирландии дало больше, чем за всю жизнь проживания в Украине государство Украина дало тому или иному человеку. И как можно быть неблагодарным и вот так вот поступать, нарушать. И вы понимаете, что мне самое больше бесит, человека сообщили, предупредили, за руку отвели, дали еще время оплатить. Нет. Человек не смог объяснить, почему он так поступил. Пишите в комментариях, почему вы думаете, почему человек так поступил, что случилось не так. Если вы знаете более подробнее эту ситуацию, можете ее, да, раскрыть. Вы жили там, может, с этим человеком рядом, либо знаете как-то по сарафанному радио, то пишите, почитаем. Если что, я там в описании допишу, может, человек была реально сложная ситуация, и человеку так пришлось поступить. Все возможно. Я не осуждаю, но всех призываю выполнять и жить по правилам, по тем правилам, на которых вас приняли в эту страну. Мы здесь не хозяева, и пока мы здесь никто. Будем мы кем-то или нет, это зависит от того, что примет Ирландия. Пока Ирландия даже не продлила защиту до 26 года, как это сделала Германия и уже другие страны. Так что все мы пока в подвешенном состоянии, со знаком вопроса. И когда такие ситуации происходят, то они налажат огромное клеймо на всех украинцев. И ирландцы и в правительстве, и обычные, читая вот это вот, думают, кого мы пустили, понимаете? Хотя таких людей очень мало от общего количества. Это щепотка людей, которая ведет себя, да, неадекватно, неправильно, но коллективная ответственность, она, как видите, ну, есть, потому что общую картину, поверьте, общую картину строят многие люди по вот таким вот новостям. Не по тем новостям, что люди устроились, живут, работают, снимают, как-то пытаются интегрироваться максимально, а вот такие вот неадекватные, не слишком приятные новости, они больше влияют на оценку и на мнение общества. Это не я придумал, так работает наше общество, оно любит зрелищ, оно любит негатив, оно любит, знаете, обсосать вот эти косточки, то есть вот этого люди любят. А все хорошее, конечно, оно где-то так поверхностно выдается и быстро забывается. А вот что-то плохое максимально поднимается наверх и максимально обсуждается со всех сторон, каких возможно. Я эту женщину, еще раз повторяю, не осуждаю, я не знаю всех нюансов и не могу решить, ну, в целом, да, сказать полную точку зрения по этому поводу. Но, чтоб там не было, конечно, она виновата, она нарушила. В законе нету ни морали, вы знаете, ни этики, там есть закон. Ты должен его выполнить, или правила, либо закон, ты обязан их выполнять. Не выполняешь, получаешь наказание. Так это работает во всем мире. Всем добра, позитива, хорошего настроения. Всегда на связи, держу в курсе.